Буквально несколько минут назад стали известны трагические новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром в крупных городах Российской Федерации прошла коллективная молитва о родственниках известной певицы Аллы Пугачевой, ее внуке Дэне Байсарове и дочери Елизавете Галкиной. Колоссальное семейное горе Аллы Борисовны Пугачевой поддержали десятки тысяч жителей Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. По данным прессы, официально в коллективной молитве участвовали более 100 тысяч человек. Однако на самом деле число людей, поддерживавших Аллу Борисовну Пугачеву в семейном несчастье, гораздо больше, ведь многие жители Российской Федерации поддерживали известную певицу без официальной регистрации. Хотя людская коллективная молитва и имеет колоссальную силу, но здоровье Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной стремительно ухудшается. И сегодня наступил тот тяжелый день, которого так боялись известная певица Алла Пугачева, ее родные и близкие. Сегодня утром смертельно больных Дэни Байсарова и Елизавету Галкину направили в подмосковный медицинский хоспис закрытого типа, где находятся люди с терминальной стадией заболевания. Алла Борисовна Пугачева, Руслан Байсаров, Кристина Орбакайте и Максим Галкин ожидали данного события с огромным волнением, ведь людей, которые находятся в данном хосписе, уже не могут посещать родные и близкие. По словам руководителя медицинского заведения, главного врача высшей категории Евгения Алексеева, данный хоспис – это последняя обитель для смертельно больных людей. Как отмечает главный врач медицинского заведения, это последний шанс сделать шаг назад и вернуться к прежней жизни или же окунуться в неизвестное будущее. Сама Алла Пугачева и ее родственники и близкие находятся в депрессивном и удрученном состоянии. Наверное, единственные на данный момент, кто сохраняет бодрость духа, это сотрудники антикоррупционного комитета, которые до сих пор пытаются помочь в семейном горе Алле Борисовне Пугачевой. Так, например, глава антикоррупционного комитета Никита Михалков обратился к лучшим врачам, которые спасали жизни многих участников спецоперации, с просьбой приехать в хоспис и попытаться спасти трагическую ситуацию. Однако, как считают ведущие врачи Института Склифосовского, ситуация с Дэни Байсаровым и Лизой Галкиной действительно безнадежна. И в этом, к сожалению, в чем-то виновна и сама Алла Борисовна Пугачева. Семья известной певицы протянула время. Она сначала обратилась к израильской медицине, а только потом к российским врачам. По этой причине драгоценное время было упущено. Коллективная молитва о Дэне Байсарове и Елизавете Галкиной транслировалась в прямом эфире в социальных блогах Максима Галкина и Аллы Пугачевой. И Алла Борисовна Пугачева прямо в прямом эфире молитвы обратилась к российским зрителям, тем людям, которые поддерживают ее в семейном горе. Алла Борисовна Пугачева сильно изменилась с момента семейного горя, осунулась и сильно похудела. Еле сдерживая слезы, известная певица обратилась к зрителям. Цитата: «Вся моя жизнь и творческая карьера была посвящена моим любимым наследникам Кристине Орбакайте, Елизавете Галкиной и Дэни Байсарову. Если с Дэни и Елизаветой что-то случится, если моя кровинушка навсегда уйдет от меня, я этого не переживу. Я не представляю своей жизни без моих детей на этом свете», отметила Алла Пугачева. Помимо этого, Алла Борисовна Пугачева поблагодарила десятки тысяч жителей Российской Федерации и представителей других стран, которые поддержали ее семью в тяжелый момент. Печальные истории Дэни Байсарова и Елизаветы Галкиной чрезвычайно трагичны и требуют особого внимания. Еще осенью 2022 года в Америке, в Майами, другой внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, попадает в тяжелое ДТП вместе со своей сестрой Клавой.
Авария произошла на набережной реки, и Клава долгое время находилась в холодной воде, после чего у дочери Кристины Орбакайте возникает тяжелое заболевание, связанное с почками. Спустя какое-то время дочери Кристины Орбакайте требуется срочная спонсорская помощь. Ей необходим работающий орган, и к ней на помощь приходит ее сводный брат Дени Байсаров. Дени Байсаров ради своей сестры решается на пересадку почки и спасает Клаву. Однако после этого жизнь молодого человека превращается в одно большое испытание. После данной операции у Дени Байсарова стали прогрессировать многочисленные хронические заболевания, и по сей день Дени Байсаров находится в критическом состоянии. Ну а печальная история с Елизаветой Галкиной произошла совсем недавно, 1,5 месяца назад на Кипре, где в последнее время проживала семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина. На дочь Аллы Пугачевой было совершено нападение бывшим музыкальным директором Аллы Борисовны Пугачевой и спортивным тренером по фитнесу из страны Кипр. В данной спортивной секции занималась Елизавета Галкина. Как стало известно позже, преступники совершили нападение на дочь Аллы Пугачевой из-за колоссального денежного долга. Алла Борисовна должна была $3 миллиона своему бывшему музыкальному директору. Преступники нанесли Елизавете Галкиной сильнейшие психологические и физические травмы и оставили ее на пляже страны Кипр. После этого семья Аллы Борисовны Пугачевой сначала обратилась к израильским медикам, и те заявили, что Елизавета Галкина безнадежна, и уже после этого Алла Борисовна обращается к российским властям с просьбой приехать всей семьей на территорию своей страны. Ну а после начинаются многочисленные усилия российских медиков спасти Елизавету Галкину и Дени Байсарова, что в итоге пока на данный момент не увенчалось успехом. Надо отметить, что второй внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, к сожалению, так и не понес заслуженного наказания за то дорожно-транспортное происшествие, которое в итоге трагическим образом сказалось на судьбе ее брата Дени Байсарова. Как считают лучшие светила врачи российской медицины, осталась примерно 1 неделя, 7 дней, в течение которых будет определена дальнейшая судьба Дени Байсарова и Елизаветы Галкиной. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления Дени Байсарову, Елизавете Галкиной, сотрудникам комитета, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.